Нью-Йорк. В этом городе я родился, возмужал, похорошел. Хотел бы я сказать, но нет. Здесь я всего лишь гость, один из 50 миллионов туристов, приезжающих сюда каждый год. What's up? Cut, man. They use you as a robotic. We are strong people of the world. Hey! Нью-Йорк самый большой по численности населения город Соединенных Штатов – 8 миллионов человек. А так называемая нью-йоркская агломерация – все 20 миллионов. Один из пиков туризма приходится на Рождество. Чуть ли не главный праздник для американцев. Город становится наряднее даже, чем я на выпускном, а в воздухе так и витает праздник. И именно за этим я сюда и приехал. Нью-Йорк всегда был городом на высоких скоростях, городом для поиска перспектив, контактов, контрактов, новых вызовов. Вот эти люди – герои выпуска. Они знают об этом не понаслышке. Но все изменилось. Вы сами знаете, что вмешалось в жизнь людей по всей планете. Нью-Йорк на данный момент замыкает пятерку американских штатов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом. И лидирует по уровню смертности. Никто не был готов к такому развитию событий. И Нью-Йорк не исключение. Я была непосредственным человеком, который принимал абсолютно всех людей, кто заходил к нам. Как и по всей планете, первым, кому пришлось разгребать последствия пандемии, это медработники. И как там сейчас? Как обстановка в больницах Нью-Йорка? В сравнении с тем, что было в марте-апреле, сейчас мы просто отдыхаем и расслабляемся. Но мы бы не смогли прийти к вам туда, Нет. в больницу, записать интервью, поэтому мы встречаемся здесь, в отеле. Это чуть ли не единственное место, где можно вообще сейчас встретиться и посидеть, поговорить в Нью-Йорке. Что было в марте месяце? Начался дурдом, начался полный коллапс всей системы здравоохранения, не только в Америке, по всему миру, как мы знаем. То есть, к примеру, у нас 475 кроватей в больнице, и в пик, когда был там апрель, начало апреля в пик, у нас было 450% только ковидных. Как-то вас переквалифицировали во время вот этой ситуации? Ну, в общем, я была тем человеком, который определяла, куда идет пациент. Либо он шел в так называемое чистое отделение. Так. Например, пришел человек с болью в животе. Мы должны его принять, есть у него ковид или нет. То есть он шел в чистое отделение. Или он шел в грязное отделение, если у него 100% ковид. А как, не боялись? Мне кажется, так все, что нагнеталось по телевизору, все плохо, врачи у нас чуть ли не в отдельных камерах сидят, домой никуда не ходят, не видятся с родными, не видятся с близкими. Как у вас было? Ну, я хотела быть просто на передовой, в первой линии, потому что я понимала, что такие ситуации случаются раз в жизни. Я помню, я брала там дополнительные смены, если там кто-то отказывался, я брала их смены. Мне очень это было интересно. Но было все так же. Нам давали гостиницы, потому что нам не разрешалось ехать домой. Мы жили возле больницы. Смены были, там, не знаю, работали по 80-90 часов в неделю. А вот эти вот страшные истории, о которых мы слышали, смотрели по телевизору, что якобы в Центр-парк привозили тела людей, которые умерли вследствие ковида. Это действительно было? Ну, там не было тел, там существовал полевой госпиталь. Но в итоге это все прикрыли, потому что не было такой огромной потребности, как, например, в Италии. Но, тем не менее, здесь, в Нью-Йорке, все ходят в масках. Но вот, мне кажется, благодаря этим как раз мерам каким-то образом удалось все-таки удержать этот вирус в какой-то норме, так скажем, норме, если это можно сказать.
К карантину здесь относятся очень серьезно. На улице большинство людей в масках, в помещение без маски вас не пустят, и в общественный транспорт по понятным причинам тоже. И следят за всем этим не только власти, но и сами горожане. И я это проверил на себе. Мы решили провести небольшой эксперимент. Я попробую снять маску в вагоне метро, ну или хотя бы приспустить ее. Okay. Stand clear of the closing doors, please. Первое замечание есть. Очевидно, что людям не все равно. Если вы будете без маски в общественном транспорте, то как минимум на вас будут косо смотреть, но часто вам просто сделают замечание. Местные боятся за свое здоровье и нервничают, когда рядом кто-то находится без маски. На станциях и в вагонах вам будут об этом постоянно напоминать, причем делать это будут на самых распространенных языках. И, кстати, если вы вдруг забыли маску, то в метро об этом позаботятся. Сейчас я вам покажу, что интересное. Hello. Can I have a mask, please? Thank you. Thank you very much. Have a good day. Вот, чтобы вы понимали, здесь, в нью-йоркском метро, если у тебя нет маски, тебе ее выдают. Вы можете подойти к любому оператору, сотруднику метро, и он тебе выдаст маску. Вот новенькая, свеженькая, такая распаковка произошла в бумажке. И абсолютно бесплатно. Много мест, где вы найдете антисептики. На полу вы увидите метки, призывающие держать социальную дистанцию. Жители города могут бесплатно сдать тест, а вот с недавних пор кто угодно вообще, даже просто туристы. И я слышал, что у нас тоже так делают, но тут я увидел своими глазами, как вагоны обрабатываются. Не поняла меня девушка, она не говорит по-английски вообще. Вот. Видите, есть такие иммигранты, которые приезжают и до сих пор не знают ни одного слова по-английски. Вот она переехала, и она работает. Хотел узнать у нее, насколько часто она протирает вагоны, но это сделать не удалось. Так что, друзья, берегите себя. А вот Нью-Йорк в моем лице еще раз, лишний раз напоминает вам, как правильно носить маску. Для меня ношение маски – это уважение, прежде всего, к другим людям. То есть я не хочу заразить других. Я не знаю, носитель или не носитель. Я работаю каждый день с больными людьми. Для меня проще надеть маску и обезопасить всех вокруг. Опять же, маски, все это помогает на самом деле. Люди не хотят их носить, но это работает, это помогает. Это очень тяжело. Я снимаю маску только в отельном номере. Welcome to New York. Судя по всему, обстановка в больницах Нью-Йорка сейчас уже под контролем. Несмотря на рост количества заболевших, паника прошла, а люди научились быть осторожными. Андрей, я принесла вам подарки. Можно я вам подарю? Конечно, подарки я люблю, дарите. Вы реально принесли подарки? Какой год такие подарки, поэтому дарю вам такие медицинские масочки. Они, кстати, очень хорошие. Ксения подумала, что она идет на поле чудес и принесла подарки. Банку с огурцами нет. Купорка есть? Нету? Не принесли мне огурцы? Огурцов нету. Крутите барабан. Так, это маски. Это очень хорошие маски. А как, кстати, понять, хорошая маска или нехорошая? В чем она хорошая? Есть несколько видов масок. Хирургические маски защищают других людей от вас. То есть вся мокрота, слизь, все остается в маске. То есть вы не передаете другим людям. Эта маска защищает вас с обеих сторон. То есть она не пропускает и не отдает. Вам выделяют такие в больнице? Конечно. То есть вы бесплатно? Только никому не говори. То
То есть вы вот так вот в карманчике, да, в рукавчике выносите, как я из завода мыло в свое время выносил. Также вы и масочки выносите. Насколько уже продали масочек? Маски есть, спасибо за подарок. У вас в Инстаграм более 100 тысяч подписчиков. Это не каждый работник больницы имеет такое количество подписчиков. Это очень печально. Очень печально почему? Потому что я сейчас чувствую очень большое давление. Очень большая ответственность, да? Подписота Каждое- смотрит, лайкает. вот Каждое это. слово, что я говорю, должно мной проверяться 1000 раз. Как так получилось? Записала видео о том, как нас приветствовали нью-йоркцы после того, как мы вышли после смены со всеми моими сотрудниками. И это видео почему-то вдруг стало вирусным, разлетелось по всем пабликам, по всем Прикольно. звездам шоу-бизнеса. Да. А сколько вот перепостили это видео? Ну, много, около 60 тысяч человек. 60 тысяч человек? Да. Капец. Меня так Потом не- выходили меня так видео не за видео, постят. опять его перепостили. И я читаю комментарии под постом, и там одна девушка пишет: сколько можно уже эта медсестра, что других медсестер нет, почему все постоянно ее репостят? Ну круто, так мы еще и с большой звездой поговорили. Сейчас и я сделаю репост, пускай знают. И подождусь комментария той женщины, которая напишет: «О, и ты туда же! Все, отписываюсь я!» Медработников действительно не просто награждали премиями, но и встречали как настоящих героев. Такого внимания к ним не было давно. Сейчас Нью-Йорк переживает вторую волну короны и очередной локдаун. Пожелаем им успехов в этой борьбе. Но я приехал сюда все-таки не за этим. Праздником наступающим, чтобы все было хорошо. Рождество. Вот он, главный магнит, который затянул меня в Нью-Йорк в это непростое для путешествий время. 2021, better year, baby. Merry Christmas. С начала декабря все парки города превращаются в одну большую рождественскую ярмарку. Появляются катки, елки, фудкорты с вкусностями и глинтвейном. Праздник несется. Людей в разы меньше, но те, кто остался в городе, явно не собираются пропускать Рождество. Главная елка города стоит возле Рокфеллер-центра. Точка отсчета Рождества начинается именно здесь. Но в этом году увидеть ее вблизи не так просто, поэтому начнем издалека. Та-дан! Вот она, главная елка страны. Ну, если не страны, то Нью-Йорка точно. Это елка у Рокфеллер-центра, у которой сумасшедшая история, ее ставят здесь каждый год. И конкретно у этой елки был небольшой скандал, потому что ее состояние, как только ее привезли, было, ну, мягко скажем, не очень. И люди в социальных сетях начали шутить о том, что, мол, какой год такая елка. Но, на самом деле, просто она чуть-чуть помялась, она была в дороге, ну, как я сейчас. Потом она постояла, преобразилась, и вот прекрасно выглядит. Чтобы подойти к елке поближе, в условиях пандемии придется отстоять не слабую такую, но очень организованную очередь. К правилам здесь относятся серьезно, даже если это касается рождественского настроения. Огромная очередь. Наклеили вот такие вот зеленые круги. Один кружок для семьи. Я не понимаю, в какой семье находится этот парень. В моей семье или в той семье. Он как-то вот здесь встал. И типа вроде бы и туда хочет, а ко мне нельзя, извини. Ladies and gentlemen, step in, step down. 1 minute to break, guys. Free to try. Красивая елка. Мало кто знает, что изначально она появилась благодаря рабочим, которые трудились на этой стройке, когда они возводили здание Рокфеллер-центра. Они просто скинулись деньгами и купили елку. Их жены сделали украшения из бумаги и ткани. И так получилась эта традиция. И через 2 года уже сам Рокфеллер начал покупать елки для того, чтобы все люди приходили и смотрели. Очень интересная еще есть история. Здесь через 3 дня после того, как установили елку, увидели совенка маленького, который жил внутри. То есть, когда там ее погружали в трейлер или где ее везли, не заметили этого совенка. Чтобы вы понимали уровень, масштаб трагедии. Совенка отдали в реабилитационный центр, где совенок находился около 2 дней или там 3 дня. И только потом, когда они заметили, что совенок отошел от стресса, его выпустили и отправили в освояси. Ходят слухи, что уже за это время были задержаны многие машины, в которых находились мексиканцы в огромных костюмах совы. Я не знаю, конечно, правда это или нет,
Ну, с учетом того, что это сейчас выдумал, скорее всего, это неправда. А там бог знает. Любоваться елкой теперь можно строго 5 минут. После этого вас буквально выгоняют. Вот такое ощущение, что апокалипсис какой-то, и люди уезжают, их срочно эвакуируют. Очень быстро, все шумят, кричат, все, уходим. Красиво, да? А вечером еще красивее. Поэтому вернемся сюда вечером, а сейчас гуляем ножками. Топ-топ-топ-топ-топ. Добрый день. Очень мне нравится это место. Это Брайант Парк. Такой маленький квадратик между небоскребов. Вот небоскребы со всех сторон окружают. И вот действительно вот такого не хватает здесь. Вот некая отдушина, когда сюда заходишь, не видишь этих людей в масках, которые ходят по городу. Тут как бы они тоже в масках, но все равно здесь больше чувствуется Рождество. Люблю это место. Летом здесь такой сочный зеленый газон, где сидят люди, устраивают пикники. Но сейчас тоже они сидят. Снежок, очень круто. А зимой заливается каток. Причем заливается каток, но не заливается слива, потому что все весело, все классно, но пьяных людей я здесь не вижу. Это говорит о том, что они умеют отдыхать и без вот этого. Can I have a warm wine, please? Yes, and you do have to get a pretzel with it. You have to get food with any alcoholic beverage. Sorry? You have to order food with alcoholic beverages now. Uh-huh. And how will you know if I have food or what? Oh, no. You can order food from here. Ah, from here, should I? Uh-huh. Got it. Окей. Вот, смотрите, в чем... Я понял, почему здесь нет бухих. По закону штата ты не можешь купить, собственно, себе глинтвейчик без еды. Они здесь не бухие, потому что они закусывают, ребята. Стоит заметить, что поесть на уличной ярмарке очень удобный вариант. Тут хотя бы есть еда и, более того, есть столики, пусть и под открытым небом. Большинство заведений, если и работают, то только на вынос. Внутри сидеть нельзя нигде. Пообедать или там, просто присесть где-то в тепле на кофе стало недостижимой роскошью. Холодно, пипец. Вот такие вот пристройки, видите? Эти рестораны построили себе для того, чтобы как-то выживать в условиях пандемии. Летняя якобы терраса, выходишь, ешь, язык тебе ничего не говорит. Многие сделаны прям видно на скорую руку. Некрасиво порой, но это лучше, чем на лавке или на парапете. Ну а если же у ресторана нет пристройки, а таких большинство, то ты просто ручками берешь свою еду и ножками ищешь укромное место для обеда. Да, вот они, конечно, новые реалии. Взять еду можно только так. Теперь нужно искать место на улице, где поесть. Welcome to New York 2020 года. Это напоминает мне мариупольские времена, когда где-то вечером с пацанами купить семечки, какое-то пивко, сесть на лавочке на районе. Неважно, что ты, кто ты, сколько у тебя денег, ешь на лавке или на тротуаре. Главное, чтобы это не переросло в нечто постоянное. А мы еще жалуемся, что у нас закрывают в 11 и нас выгоняют, и мы не можем там продолжить наш банкет. Вот они, кафе и рестораны. Детская площадка, парк, лавочка, парапет. Кстати, минутка политкорректности. Теперь в Нью-Йорке не принято говорить Merry Christmas. Нужно говорить Happy Holidays. А все из-за мультикультурности города. Некрасиво, согласитесь, ортодоксального еврея или атеиста поздравлять с христианским праздником. Ну, теперь вы в курсе. Не благодарите. Несмотря на то, что здесь очень сложная ситуация с количеством заболевших, штат Нью-Йорк открыт для туристов из многих стран. По прибытии порой даже не всегда нужно сидеть на карантине или не обязательно иметь с собой результаты теста на COVID. Но количество туристов все равно просто мизерное.
Как обстоят дела у вашего бизнеса сейчас? После первого локдауна мы открылись в июне. С тех пор выторги не дотягивают даже до 10% от того, что было в прошлом году. Если в прошлом году в среднем мы зарабатывали около $6000 в день, сейчас это меньше 500. Хорошо, если не секрет, а сколько стоит аренда этого помещения? Это дорого. 50 тысяч. 50 тысяч в месяц. Но это 5-я авеню, да? Одна из самых дорогих улиц. Самая дорогая. А сколько вам нужно зарабатывать? Ну, не меньше 3000 в день. Если заработаем меньше, будет беда. Вы поднимали цены на сувениры? Нет. Более того, мы поставили 25% скидку. Просто чтобы выжить. Сколько туристов у вас бывает сейчас ежедневно? Ну, сейчас 25-30 в день. Потолок 40. Многие отели на Манхэттене, причем всемирно известные сети в том числе, к сожалению, в этот период времени закрыты. Ковид уже обанкротил легендарный отель со столетней, внимание, историей под названием «Рузвельт-отель». Пока держится знаменитая гостиница «Плаза», которая стала особенно популярна после фильма «Один дома 2». Каждый турист старается сфотографироваться напротив этого отеля или в лобби, по которому когда-то своими ножками ходил Маколей Калкин. Легендарный отель «Плаза» закрыт. На сайте так и написано: дорогие наши любимые туристы, посетители, мы вас очень любим, но, к сожалению, будем рады видеть вас в марте. В марте? Так, в марте. У меня еще днюха в марте, вообще классно. Минут 30 назад я проходил здесь, возле отеля «Плаза», и спросил у человека, который открывает дверь, у швейцара, где какое-то место открыто, где можно поесть. Он мне подсказал, и когда я уходил, он мне говорит: слушай, только назад, когда будешь возвращаться, возьми мне чай с лимоном. Ну, посмеялся, я взял ему чай с лимоном. Все, как договаривались. Вы принесли мне чай. Это вам, сэр. Hey, sir, thank you for the tea. Как ситуация сейчас в вашем отеле? У вас много туристов? Есть немного, но даже не 1/10 от того, что бывает обычно. Обычно тут не протолкнуться, сейчас это больше напоминает город-призрак. Как давно вы тут работаете? Всего 32 года. Всего? То есть вы с уверенностью можете сказать, что в этом году все изменилось не в лучшую сторону? Без сомнений. А как обстоят дела с чаевыми? Совсем плохо. Но я благодарен, что работа есть. Множество людей лишились работы. Какой год для вас был самым прибыльным в этом плане? Поздние 80-е, ранние 90-е. И сколько вы тогда заработали? Будет неправильно сравнивать. Сейчас здесь не только отель, но и кондоминиум. Времена меняются. А какой период для вас самый удачный в плане туристов? Обычно начиная с Дня Благодарения и до Нового года. Okay, thank you very much. Have a good day. Merry Christmas. Bye. Кстати, хочу напомнить, в этом самом лобби с Маколей Калкиным ходил когда-то и Дональд Трамп, принимавший участие в одной из сцен фильма. И чтобы вы понимали, вследствие последних событий, многие фанаты фильма написали петицию, чтобы оттуда, собственно, из этого самого фильма, Дональда Трампа вырезали. Tip showering is good, but I'm grateful to be working. Drive to somewhere else. You must wear a mask. Look, giraffe! Хватит меня снимать. Рождественские скидки – это, пожалуй, главная замануха всех торговых центров Нью-Йорка. Огромное количество туристов, да и не только с США, но и со всего мира, приезжают сюда, чтобы урвать какие-то классные ботинки, платья или дочке мягкую игрушку с хорошей скидкой. Золотые украшения, одежда, мебель – да все сметается с полок торговых центров. Но в этом году сюда дошли только самые смелые. Конечно, можно подумать, что много людей. На самом деле, ребята, это вообще людей немного. Я был здесь на Рождество и знаю, что такое рождественские скидки и сколько здесь туристов. Сейчас практически никого нет.
И вот как модно говорить, КВН уже не тот, я могу сказать, что в Нью-Йорке рождественские скидки уже не те. Как выяснилось, в Нью-Йорк в этом году не рискнули приехать не только туристы, но и сказочные персонажи. Видите вот эту вот надпись «Macy's Santa Land»? Это здесь, в торговом центре Macy's, находится чуть ли не самая большая, самая легендарная Санта-точка. Ежегодно Санта принимает здесь детей. Вот там двери открываются, сидит Санта, приходят к нему дети, и Санта спрашивает, хорошо ли ты себя вел? О-о-о-о. Ты рассказываешь ему стишок, или я не знаю, что делают. Санта спрашивает, что ты хочешь, чтобы тебе подарили, ты рассказываешь, Санта понял, родители это подслушивают, и в результате все равно дарят тебе ботинки старшего брата. Причем далеко даже не твоего старшего брата. Но не суть. А суть в том, что впервые 1861 года здесь Санты не будет. То есть мировые войны не могли помешать этому, а пандемия коронавируса смогла. Но, чтобы не лишить детей праздника, Санта решил уйти на удаленку. Да-да, вы все правильно поняли. Теперь, чтобы повидать Санту в Нью-Йорке, ему можно только позвонить по видеосвязи. Телефонов у него много, просто вбиваю в поисковик «Санта Нью-Йорк» и выбираю того, что нравится. И вот за каких-то 25-30 баксов я на прямой связи с Сантой прямо с Северного полюса. Вау! Алло! Привет, с Рождеством. Мне нужна маска? Не нужна. Я далеко, на Северном полюсе. Это очень круто, конечно. And now, do you know something from Светка малолетка, а 17 лет полюбила Светка весь еврейский. Опача! Опача, ча-ча-ча-ча, Санта висиди. Я знаю пару венгерских песен, мне кажется. Смотри, у тебя почти такая же борода, как у меня. Да, почти. Я свою отращивал где-то 1000 лет. Мне 1623 года вообще-то. Ты был хорошим мальчиком в этом году? Можно и так сказать. Было, конечно, пару моментов, но я бы не хотел об этом говорить. Ты можешь мне все честно рассказать? Я иногда танцевал. Голым. А много людей смотрели? 15. Ты хорошо заработал? Конечно. Слушай, в этом году каждый крутится как может, так что не переживай. Очень смешно, Санта. Ладно, Санта, давайте на чистоту. Я старый мальчик уже. Я знаю, что тебя не существует. Подожди, я не настоящий? Ты о чем? Are you kidding? Как вас зовут на самом деле? Я хотел бы побольше о вас узнать, если вы не против. Хочешь, чтобы я открыл свое настоящее лицо? Да. Ладно, если дети не смотрят, да, то я сделаю это для тебя. Мне нравится верить, что я и есть Санта, но иногда я готов снять маску. Только не начинай раздеваться вместе со мной. И раз. И два. И теперь финальный штрих. Oh my goodness. А еще вот такой момент есть. Это было не специально, но подходит. Так вы Супермен. Nice to meet you. Привет, меня зовут Уолтер, и я тут неподалеку, в Нью-Джерси. Как давно вы играете Санту? Я занимаюсь этим еще с колледжа, вообще-то даже со школы. Мой папа был Сантой на праздниках на работе. Но однажды он приболел, и я надел его костюм. Так и стал Сантой. Последние 20 лет я выступаю в роли Санты по 30-40 раз в год. В общем, вы не новичок в этом деле. В остальное время года я актер. Занимаюсь комедийной импровизацией, веду курсы, иногда снимаюсь в сериалах. Много всего. Я занимаюсь этим на постоянке последние 15 лет. А в этом году вы работаете только онлайн? Да, только. Уже 9 месяцев. С одной стороны, это плохо, что я не могу вживую пообщаться с людьми. Но с другой, я общался с людьми со всего мира.
Давал уроки комедии, выступал в роли Санты. И были ребята из Индии, Австралии, Норвегии, Лондона, Канады, всей Америки. Бывает так, что начинается звонок, а детей там нет. 7-8 взрослых людей просто хотели созвониться с Сантой, чтобы создать себе рождественское настроение. Было круто. И как вам нравится больше, вживую или онлайн? Я очень скучаю по живым встречам. Уже 9 месяцев, это слишком. Онлайн, конечно же, не то же самое, но как минимум благодаря этому мой внутренний артист все еще жив. Как думаете, когда это все закончится? Ну и вы сможете встретиться с ними вживую? Своим постоянным клиентам я сказал, что в следующем году мы точно увидимся. Я готов буду рискнуть, несмотря ни на что. Иначе я просто сойду с ума. На днях новоизбранный президент Штатов Джо Байден вакцинировался от ковида. Как вы относитесь лично к вакцинации? Я полностью за. Технически я учитель, так что надеюсь, в ближайшее время и до меня очередь дойдет. Пожалуй, за этот год это была моя самая полезная и кайфовая зум-сессия. В следующий раз, если у вас не будет костюма, чтобы поздравить вашего ребенка, попробуйте просто позвонить Санте. Рекомендую. Окей, bye, see you later. Очень прикольный дядька. Ну, все мы понимаем, что это вариант, некий вариант выхода из той ситуации, которая сложилась. Но это не самый плохой вариант, согласитесь. Я считаю, что это стоит $25. Если у тебя есть дети, и ты хочешь сделать им приятное, но ты по понятным причинам не можешь позвать Санту домой и пойти к нему там, в торговый центр или на елку в Центральном парке, заплати $25, ты получишь кайф. Я взрослый дядька, понимаю, что никакого Санты нет, но мне было приятно пообщаться с веселым человеком, который знает песню, у которого есть голос, который может петь. Поэтому, если у вас есть лишние $25 и есть дети, звоните и заказывайте. Oh, sorry, you are still here. Okay. Я приехал в Нью-Йорк по двум причинам. Во-первых, не так много стран, где границы открыты. А во-вторых, потому что мне еще с детства, благодаря кино, кажется, что этот город, да это просто эпицентр Рождества. Здесь все ставят елку уже с первых чисел декабря и сразу украшают свои дома гирляндами, фигурками, искусственным снегом, оленями. И я ужасно хочу увидеть это собственными глазами. И я нашел место, где, кажется, Санта-Клауса просто стошнило Рождеством прямо на целый район. А сейчас хочу показать вам райончик один в Нью-Йорке здесь. Называется он Дайкер Хайтс. И чем он примечателен? Да вот этим он примечателен. Посмотрите, какие здесь украшены дома, их здесь сотни. Они тратят на это десятки тысяч долларов. В общем, здесь круто. Добро пожаловать в резиденцию Крисмаса в штате Нью-Йорк. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Несмотря на то, что мировые обстоятельства явно против праздника, в этом районе живут люди, которые очень сильно хотят подарить друг другу праздничное настроение. Вполне вероятно, что поначалу соседи просто соревновались, у кого же лучше украшен дом к Рождеству. Но со временем этот район стал привлекать людей со всей округи. Вот все буквально хотели просто здесь погулять. И в конце концов, жители района объединились в такой себе праздничный кооператив и даже стали возить к себе экскурсии за деньги. Я слышал, вы даже начали возить сюда экскурсии. Автобусы с гидами. А сколько стоит билет? Что-то в районе $50. А как в этом году? Экскурсии есть? К сожалению, нет. Из-за короны все отменили. Хорошо, какая разница между теми, кто просто здесь гуляет, и теми, кто купил билет на экскурсию? Ну, просто гулять тут, это же бесплатно, правильно? Никакой разницы. За деньги вас просто сюда привезут и покатают по району с гидом, но вы можете прийти и сами. Извините, а вас не напрягает такое количество людей? Много людей, это факт. В этом году я поставил знаки, чтобы люди соблюдали дистанцию, носили маски. А в остальном мне нравится, что мы дарим людям удовольствие. Им приятно тут гулять, а мне приятно, что им приятно. Все в выигрыше. Я читал, что началось все это как соревнование, и что, мол, до сих пор хозяин самого красивого дома получает от города приз, счет за электричество можно не оплачивать. К сожалению, нет. Никакого соревнования и приза нет. Все это просто ради веселья. И сколько в итоге получается счет за электричество?
Это очень популярный вопрос. На удивление, разница с обычным месяцем не такая уж и большая. Большинство лампочек тут энергосберегающие, так что набегает не намного больше, чем обычно. А вы дома украшаете самостоятельно или приглашаете декораторов? Нет, сам я на такое не способен. Я приглашал специалистов. Это дорого, если не секрет? Ну, несколько тысяч долларов уходит. В этом году я поскромнее потратился. Обычно больше. Чья была эта идея? Начинать так ярко украшать весь район? Когда я переехал сюда 6 лет назад, я не знал, что здесь вообще так принято. Так что, когда пришло Рождество, я немного обалдел. Но деваться уже было некуда. Мне пришлось тоже подключаться к этой традиции. Так что никто уже не знает, с чего все началось. Тебе нравится тут? Yeah. Какой дом тебе нравится больше всего? What is the best house? This one. This one? Ну ты же там живешь. It's not the best. It's my favorite. Какие у вас планы на рождественский день в этом году? Я буду здесь. С семьей и друзьями, да? Да, просто в ограниченном составе. Корона внесла свои коррективы, и никто не хочет рисковать. Я только что прилетел в Нью-Йорк специально на Рождество, но у меня тут никого нет. Можно мне к вам домой в рождественский вечер? Снаружи можешь постоять, но в дом я тебя пустить не могу. В обычный год мы бы тебя пригласили, но не в этот раз. Хорошо, ладно, тогда увидимся в следующем году. Через год все точно будет нормально. Да вот кого бы я ни спрашивал, никто меня к себе пригласить не мог. И виной тому коронавирус. Ну, или лицо подозрительное. Может и то, конечно, но факт остается фактом. Пока что я в рождественский вечер остаюсь на улице. У тебя один дом красный, второй зеленый, этот вот белый, полностью одни белые фонарики. Очень ярко, сочно. Ну, классная улица, реально очень классная. Тут прям чувствуется Рождество. Праздники подходят к концу. Мы уже вышли на работу, но вот вам вдогоночку рождественского настроения. Ребят, ну не надо, не грустите. Увидимся во второй части выпуска про Нью-Йорк. Там еще будет. Легкий морозец, ясное небо. Но вы знаете, в год быка все снимут.